рассказывать то, что я написала, да? Да. Ну, примерно, самые важные моменты, которые вы считаете в вашей жизни. Меня больше всего волнует мое здоровье, потому что суставы так болят, я еле хожу. Вот встала вся отёкшая, да так я даже не знаю, что еще рассказывать. Ну, наверное, больше ничего, да. В принципе, у меня все есть. Ну, Тогда можем начинать работать. Избавиться от всех этих, кто там на мне висит, куда я влезла, там столько нацепляла, по-моему, проблем. Вот это все надо выбросить, мне сжечь или не знаю как. Угу. Давайте так, четко скажите цель, которую вы хотите достичь в этом сеансе. Вот хочу избавиться от всех там эгрегоров, от всех подключек, договоров, не знаю, что там еще, и восстановить немножечко здоровье, чтобы хоть бы собрать, потому что я такая стала, знаете, короче, это все пошло вот 4 года назад. Мой сын связался с одной дамой, она живет в Харькове. Она настолько стала делать пакости, что мы сейчас уже 5-й год пошел, я такая стала безвольная, сил нету, настроения нету, не хочется ничего делать. Я такая всю жизнь была такая, знаете, крутилась, вертелась, дети, внуки. А сейчас, как разбитая телега, другой раз мне кажется, что мне уже вообще 100 лет. Это Оксану вы имеете в виду? Это Оксана, все тянется от нее. А сын вообще, знаете, это совершенно чужой человек, со стеклянными глазами, он нас вообще не признает, ни сестру, ни меня. Мы вот втроем живем в квартире. И он такой, может поздороваться, может не поздороваться с нами. И прошу его, говорю, Генка, давай почистишься. Нет, не трогай меня. Угу. А его уже смотрел один мужчина и говорит, что видит его вообще, только, говорит, маленькая точечка выглядывает из преисподней. Вот так увидели. Ну вот такие у нас дела. Я понял. Тогда не будем терять времени, будем начинать. Да. Отключите, пожалуйста, микрофон. Отключили? Да, отлично. Вика, ты готова? Да. Хорошо. Сейчас я посчитаю от 5 до 1. Ты расслабишься и войдешь в наше рабочее состояние. 5, 4, 3, 2, 1. Вика, что ты видишь? Я нахожусь в нашем рабочем пространстве. Так, я рядом. Ты с тыла, да. Можем работать, да? Да. Все хорошо? Хорошо. Давай на счет 3 найди в эфирном пространстве эфирное тело Лидии. Лидия. 1, 2, 3. Что ты видишь? Я вижу, что она находится, появился какой-то большой стеклянный шар. Угу. Это не считывается как Лидия, он искусственный.
И вокруг нее, как будто бы на рельсах, кто-то ездит Мгм. против часовой стрелки. То есть такие движения а, скользящие, как будто бы по рельсам, какая-то фигура. Мгм. Что за фигура? Я так думаю, что это какой-то эгрегор, потому что она находится как будто бы в такой вот воронке. А где она сама, сейчас я хочу это все, я расчищаю эти все конструкции, я их так складываю. Мгм. И я ее нашла. Считай, пожалуйста, ее эфирное ДНК. Она ли это? Да, это она. Спроси у нее разрешение на работу с ней и для нее. Да, она разрешает. Я вижу ее сидящей. Она сидит, боится. С правой стороны идут сильные удары, очень темная энергия. Она, энергосфера не имеет защитной оболочки, нет защиты. Энергия направлена внутрь. То есть сломан механизм воспроизведения энергии. Мгм. Считывается сектор колдовства. Там находится тоже, вижу и эгрегор, и вижу какую-то тоже что-то есть. Мгм. Но я хочу, вот прямо хочется поговорить с Лидией и попросить, чтобы она встала. Поговори, скажи, пусть встанет. Хочет она это сделать? Ну, я вижу, что я как будто бы ей руку подала. Она взялась за мою руку и встает. Она встала, начинает себя осматривать. То есть она как бы начинает себя лучше чувствовать, а тут она очень тревожная. Сейчас ее энергосфера, она встала. Энергосфера вся такая, как будто бы покусанная со всех сторон, неровная, вот такая вот Мгм. продолговатая, но уже она как бы появилась. Мгм. Что ты видишь еще? Я вижу, что она находится в какой-то зеркальной колбе. Шар зеркальный, который каким-то образом он отзеркаливает ее энергию внутрь. Мгм. Это как какая-то защита, что ли. Давай на счет 3 тебе придет информация, кто посадил ее в этот шар. 1, 2, 3. Я вижу, что от этого шара идет первая подключка, она идет вот в правой стороне к интерферентам, Мгм. и с левой стороны оно подключено тоже к какому-то эгрегору. Мгм. Это сущность на том конце.
Я думаю, что мы сделаем так, потому что очень много всего вот этого, оно все переплетается. Нужно идти как бы, От самого большего, что мешает? я так думаю, что Лидия там перечислила эти все события, которые у нее были, чтобы не тратить много времени на поиски, кто это, что это за эгрегор, кто это. И в конце останутся только те, кого мы не затронули, например, интерференты. Мгм. Я так это вижу, потому что это все вот так вот переплетаются, вот эти эгрегоры, какие-то энергии, их очень много. И чтобы пораспутывать это все, Так, как ты видишь, с чего лучше начать? Эгрегоры или магия? Тут было много... я думаю, что мы разберемся сначала вот так с эгрегорами, потому что они вот так вот вертятся вокруг. Мгм. Вот. А потом пойдем разберемся с магией, и потом в конце с интерферентами. Вот так. Хорошо. Давай посмотри, какой самый большой эгрегор. С него и начнем. На счет 3 тебе придет информация. 1, 2, 3. Я вижу какой-то эгрегор, который имеет подключку к сердечную чакру. Мгм. Он выглядит, как будто бы через сердечную чакру проходит портал. Мгм. На счет 3 ты увидишь, что это за эгрегор. 1, 2, 3. В этом эгрегоре я вижу картинка, какие-то люди в пестрых каких-то одеждах, они вот так в кругу, круг такой, как будто бы танцуют. Руки вверх, юбки такие. Это шаманы? Нет, они похожи на цыган. Цыгане, да, есть такие. Есть такие. Подключка выглядит таким образом, что она, вот эта энергия от этого эгрегора, она ее буквально как-то всю обволокла со всех сторон, такая как черный дым. Идет подключка в сектор духов, Мгм. открытый толстый портал со стороны, с левой стороны магии и колдовства. Мгм. Вот. И идет две подключки. То есть идет воздействие со стороны этой силы, которая побуждает ее к каким-то негативным мыслям, воспроизведению энергии негативных, идет через ноги, то есть она как бы замкнутый контур со всех сторон, идет через низ, то есть подключка идет как бы через ноги и проходит сквозь все энергетические тела. И Мгм. еще одна такая подключка идет к сердечной чакре. На этой подключке есть посредник. Я вижу там женщина какая-то в такой юбке. Цыганка, да? Да, ну такая пестрая юбка. Мгм. То есть так подключаются вот люди, которые подключены к каким-то мощным эгрегорам. Мгм. Хорошо, А, давай на счет 3 ты увидишь тот момент, когда эта подключка у нее появилась.
1, 2, 3. Ну, сейчас я вот так увидела просто руку. А, Это Лидии рука. А это, По руке. ну, я не знаю, что она делает. Она вот почему-то ей показывает руку. А эта цыганка, она водит. а, То есть она не просто показывает руку, а такая картинка, что Лидия показывает именно, я вижу мое внимание на линии жизни, и она, вот эта цыганка, положила там палец. То есть это, если Лидия не гадала, то это может означать, что в этом моменте произошла порча, которая повлияла на все семейное древо. Вот здесь может крыться причина разногласий с сыном. Угу. Потому что нужно понимать, что если есть какие-то энергии, ну, например, там гнев соответствует вибрации 7, то это будет как магнит. Если человек гневается, то к нему будут притягиваться события, которые будут соответствовать вот этим вибрациям. Если кто-то сделал порчу, и эта порча соответствует каким-то вибрациям, какому, то к человеку будут притягиваться именно те события и люди, которые будут соответствовать вот этим вибрациям. То есть здесь я вижу этот палец. Сейчас я могу рассмотреть, что произошло. Посмотри. Я вижу, что от этого пальца проросла подключка, и она вот, да, это произошла порча и изменен ДНК, повреждено ДНК. То есть ДНК это не имеет значения, что, например, женщина может подумать или мужчина, ну, я уже детей там родила, ДНК уже мое тогда было чистое, а сейчас не может передаться по... Нет, это не так. Потому что ДНК передает информацию волнами. То есть эфирное ДНК, оно выстраивает физическое ДНК. Угу. Я вижу, что Лидия, она вот так очень сильно увеличилась, она увидела все вот это. Осознала И все это? да, она мне говорит, да, вот этот момент, да. Угу. И Спроси ее, она, хочет она от этого избавиться? да, она буквально руками начинает это вытаскивать. Я говорю, что она может все в своем пространстве, потому что она а, дитя светлой, чистой вселенной. И когда наша вселенная зарождалась и была чиста, она там уже была, и она сейчас может пробудить свою генетическую память, и она может... Пусть она это сделает. Пусть она пробудит свою генетическую память. Пусть вспомнит первозданную Вселенную, которая была до вторжения врага. Пусть вспомнит эти энергии любви, радости, счастья. Да, Безграничной. я вижу, как у нее происходит такой перелом. Она очень сильно вот, рыдает. То есть не она сама, а вот эти энергии очищения идут. Это когда человек прорабатывает эти все события
все эти эмоции переваривает, образно говоря. Я говорю, что она может очистить себя от всех этих мешающих программ, которые мешают ей раскрыть свой потенциал божественный. Да. Пусть она наполнится этими энергиями и избавляется от этих программ. На счет 3 это произойдет. 1, 2, 3. Да, я вижу, что процесс запущен, это длительный процесс. Угу. Сейчас я говорю, что она может просто пойти в тот момент, когда она встречалась с этими цыганами, и отменить его, потому что в эфирном пространстве нет прошлого, нет будущего, только настоящее, и она может изменить. Угу. Я Давай. вижу, На счет 3 она пойдет в этот момент и изменит его. 1, 2, 3. Как она да, хочет это сделать? я вижу, что она, вот появился запрещающий знак красный, и она буквально как будто бы взяла за шею эту цыганку и запихивает ее в нижний портал. Я говорю, ага, я с ней разговариваю вот телепатически, но я очень глубоко зашла, мне очень тяжело говорить. Я сейчас попробую чуть-чуть выйти Выйди чуть-чуть. На на счет 3 более ты выйдешь сознательный на уровень. более сознательный уровень. 1, Хорошо. 2, 3. Ага, да, хорошо. Так лучше? Да, так лучше. Хорошо. Я говорю, чтобы Лидия расторгла соглашение с этим эгрегором. Вот, она это делает. И она поднимается вверх, а эта вся энергия, она начинает растворяться. Я говорю Лидии, чтобы она вот этими энергиями, которые в ней расцветают, вот эта первозданная чистая энергия, которая в ней пробуждается, пусть она этими чистыми энергиями выталкивает этот эгрегор, эти события, эти энергии из своего пространства, потому что эти ее священные энергии, которые характеризуют божественную чистую душу, они растворяют, уничтожают эти чужеродные энергии, которые не принадлежат нашему миру. Я говорю, что она может задать программу своим энергиям, чтобы ее энергии священной чистой Вселенной, а это и ее тоже личные энергии, выталкивая эти энергии, которые принадлежат этому эгрегору, их растворяли и переструктурировали высокочастотные. Вот как. Получается? Они вот эти все цыгане, они испугались, потому что энергия, вот эта ее светлая энергия, она вот так вот идет и структурирует вот эти черные, такие ломаные энергии в цветы. Угу. И они, вот эта вся банда вместе с их сущностями совсем убегают. Я говорю, чтобы Лидия выталкивала их в портал, пусть уходят туда, откуда пришли, а вот эти, пусть она сложит, сделает информационную бомбу, Да, да. Подарочек обязательно. да, пусть она сделает вот отпечаток тех энергий, которые в ней присутствовали, считает их ДНК, вложит в это ДНК информацию о том, в светлом мире, который присутствовал, информацию о вибрациях светлой священной энергии, и это будет своего рода антивирус для тех энергий. Пусть разрушается этот эгрегор изнутри. Пусть люди, которые принадлежат этому эгрегору или которые
которых есть эти вибрации, эти энергии, пусть придет к ним осознание, и они четко увидят, что происходит. И эти энергии пусть идут дальше по всем структурам, по всем этажам их власти до самого основания для полного уничтожения этой эгрегориальной структуры и всей системы зла. Мгм. Она это сделала, я говорю, чтобы она закрыла этот портал. Что там происходит, это ее уже не касается, процесс запущен, оно пойдет. Вот сейчас она поднялась на выше, я вижу, что у нее энергосфера наполнилась и почти уже правильной формы. А сейчас Мгм. я думаю, что если у Лидии было много каких-то практик, эгрегоров, может, ходила куда-то на Много. гадание, просто по очереди можем читать. Мгм. Вот. Она обращалась к разным бабушкам. Есть ли что-то от этих бабушек, какие-то подключки у Лидии? Давай на счет 3 ты четко увидишь эту информацию. 1, 2, 3. Я вижу, как эти бабушки стоят друг у друга на плечах, и они вырастают с одного эгрегора. Что это за... Это эгрегор целительства. Мгм. Целительство вот этого такого, скажем так, эгрегора, мне приходит семейного вспоможения. Мгм. Да. И я вижу, как вот самая верхняя бабушка, она как будто бы заматывает Лидию какими-то светлыми энергиями. Вот энергии сами по себе светлые, то есть у бабушки не было какой-то, Хотела помочь, защитить, да? да, но хотела как лучше, а вышло как всегда. Ну да. Мгм. Покажи Лидии вот этих всех бабушек. Видит она это? Ой, она смеется. Ага. Это Хочет всё. она от них избавиться? Да, она хочет избавиться от них. Она может это сделать. Я говорю с ней. Я говорю, что она может вспомнить все лица, все имена и все те моменты в своей жизни, когда она обращалась к этим бабушкам. Мгм. На Вот. счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Да, я вижу, что от каждой бабушки идет подключка к третьей чакре. Это не подключка, это привязка. Мгм. Вот. Вот одна, вот эта самая большая бабушка, которая стоит на плечах у всех остальных, она вот обматывает голову. То есть она как бы не очень добрая. И идет такая информация, что чем дальше в лес, тем больше дров, образно говоря. То есть чем больше она обращалась к этим бабушкам, то каждый раз был как бы, она обращалась к более, ну, такой, хуже и хуже были бабушки, вот Мгм. так. К более продвинутой, да? Да, то есть она углублялась все больше и больше в этот эгрегор и все больше и больше энергии теряла. Мгм. Она говорит: "Нет". Я говорю, что она сейчас может наполнить все свое пространство высокими энергиями. Она теми энергиями, которые она пробуждает в себе, которые все с большей силой пробуждаются в ней. Это, а, энергии первозданной чистоты. У них ДНК совершенно другое. И пусть она этими энергиями выталкивает все эти воздействия энергии, последствия этих бабушек, а также пусть она прикажет им забрать все те негативные воздействия, если было колдовство. Но я вижу, что колдовства не было.
но эгрегор рушится. Я говорю, чтобы она зашла абсолютно в каждый момент, когда она обращалась за помощью к этим бабушкам, вместо того, чтобы наполняться энергией и пробудить свою силу. Пусть она с каждой расторгнет контракт. Она это сделала, и я вижу, как это все рассыпалось, и она как мусор какой-то, как песочек, смела в дырочку, и портал раз, и так зарос. Все, Отлично. От бабушек избавились, да? да. Дальше. Была на сеансах у Марии Стефании. На счет 3 ты увидишь, есть ли какая-то подключка от этой Марии Стефании. 1, 2, 3. Я вижу эту, не знаю, кто это, я вижу, что эта женщина сидит, она находится в секторе колдовства и эгрегоров тоже. Мгм. Она, сейчас я посмотрю, от нее такая энергия идет какой-то власти, то есть идет как будто бы гипнотическое воздействие. Да, я вижу, сейчас я смотрю на Лидию, и я вижу, что был использован гипноз. Мгм. Подключка идет гипнотическая в сердечную чакру, то есть в душу. Мгм. Я сейчас посмотрю, есть ли программа, была ли программа поставлена. Давай, на счет 3 ты увидишь, была ли поставлена программа. 1, 2, 3. Нет, специальной программы не было. Просто было вот эти, то, что она говорила, это она не считывала информацию с, с информационного поля. Она вкладывала информацию и использовала при этом пси-технологии, Мгм. гипнотическое воздействие. В глазах у Лидии такие, как трубочки гипнотические. То есть она, вот это ей мешает видеть, смотреть и понимать. И вот всю информацию, которую дала эта женщина, она имеет негативное влияние на Лидию и откладывает отпечаток в ее энергосфере, ее ДНК. Вот в этом плане звучит это имя Стефания, то есть накладка идет генетическая. Мгм. Вика, посмотри, иногда падает зрение, все как в тумане. Это вот этой Марии Стефании. Давай, на счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Да, это от нее. Мгм. Не, ну и от нее тоже, скажем так. Мгм. Потому что есть еще какое-то воздействие, до которого мы еще не добрались. Доберемся. Доберемся. Спроси у Лидии, хочет ли она избавиться от этой Марии Стефании. Да, я говорю же ей, что самый лучший способ это отменить этот визит, расторгнуть с ней соглашение. Мгм. Да, она расторгает это соглашение, то есть она отменяет визит к этой барышне. Я вижу, как оно само исчезает. Когда приходит осознание, и когда приходит ой, я улетела куда-то. Так, Вика, давай на счет 3 ты вернешься обратно к телу эфирному Лидии. 1, 2, 3. Да, я здесь, я просто пошла считывать информацию более глубинную. Сейчас, да, я вижу,
говорю Лидии, чтобы она убирала вот эти с глаз. Пусть она отдаст этой ведьме, потому что это было на самом деле грубое вмешательство в пространство Лидии. Она не заказывала гипноз. Да, эта женщина забрала себе это воздействие. Да. Я говорю Лидии, она уже знает, как наполнять себя энергиями первозданной чистоты, и пусть эти святейшие энергии наполнят все ее пространство, и по системе этих подключек гипнотического воздействия, по системе этих программ, пусть проходит эта ее чистая фрактальная энергия и выталкивает эти все воздействия, структурирует все пространство внутри ее, всех тел эфирных, физического тела, и пусть структурирует ее внешнее пространство. Готова она это И сделать? она делает, вот все очень быстро происходит. М, Да, она это делает, и я вижу, что она тоже эту подкладывает бомбочку. Все правильно, да. То есть каждый Это, получает свое. да, я говорю, что она должна задать вектор направления и программу этой бомбочке, этому привету. Эта информация должна распространяться в глубину тех структур этого эгрегора, чтобы люди начинали осознавать и понимать эти энергии и уходить. Тот, кто светлый, он начнет осознавать, и эти воздействия будут рассыпаться и пропадать. И пусть люди и все структуры, которые находятся в этом эгрегоре, выходят с этого эгрегора, пусть он разрушается до основания, до того основания, где находится этот центр, далеко за нашими пределами нашей Вселенной. Пусть идет туда эта информация, и уничтожается зло, и превращается, пусть эта энергия в чистой Вселенной, энергия, которая рождает саму себя, пусть структурирует все эти темные пространства в светлые. Она закрыла этот портал и очень сильно радуется. У нее Конечно. поднимается настроение и Отлично. вибрации. Мгм. Так, отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. Кашпировский обращалась. Да, я его вижу, это темная личность. Мгм. Он темный, и у него глаза, это не его глаза. У него идет подключка в нижний портал, черная, и эта подключка идет прямо через его глаза. И это не живые глаза, а, это энергия, это сила, это темная сила. Мгм. Гипноз, да? Да, это идет, я слышу, техномагия. Через телевизор, вот через вибрации, потому что не имеет значения. Человек пригласил Кашпировского и сел с ним как бы в одной комнате, или он включил телевизор и видит его. Никакой разницы нет. То, что человек смотрит по телевизору, это то же самое, что человек пригласил это в свое пространство. То есть вот так это работает. Мгм. Это буквально выглядит в эфирном пространстве, как будто бы Лидия сидит, а напротив нее сидит Кашпировский в одной комнате. У него хвост, и он выглядит как рептилия. Какая неожиданность. Да. Так, давай на счет 3 ты увидишь, есть ли какая-то подключка или программа от Кашпировского. 1, 2, 3. Да, можешь мне не считать, потому что я просто здесь и рассматриваю. Хорошо. Вот. Оно идет воздействие с этих искусственных
глаз, но я говорю искусственное, потому что считываются не живые энергии, а искусственные, а также в третью чакру, Мгм. то есть в область солнечного сплетения. Я вижу, что во время этого сеанса пошел сильный удар сначала в солнечное сплетение, то есть была сначала пробита защита на основании соглашения, потому что Лидия сама пригласила в свое пространство этого человека, а потом уже пошел этот черный гипноз. Это другой гипноз. Он выглядит как черные такие палочки в глазах. И эти палочки, которые фиксируются вот в глазнице, то есть здесь идет такое воздействие от Кашпировской, другое, чем от этой Марии. Но тоже влияет на глаза, да? На физику. Ну да. Но что интересно, вот я сейчас тебе расскажу, это очень интересно, первый раз такое вижу. Вот эти палочки, они фиксируют глазницу, сам глаз таким образом, что он начинает смотреть в одну точку. И он смотрит, то есть идет перенаправление, я слышу, зенит. То есть она, как будто бы ее взгляд направлен, вот он как будто бы стоит перед ней, а взгляд направлен в его душу, в его сердечную чакру. Глаза как бы зафиксированы вот такими вот, знаешь, колышки такие иногда столяр забивает куда-то, вот что-то там Да, поставил, там диванчик, а он там что-то, и чтобы выровнять, вот такую вот пластиночку деревянную. Мгм. Вот такие пластиночки, только черные в глазах. Мгм. А я спрашиваю, вот сейчас говорю с Лидией, говорю, знает ли она уже, что ей нужно делать? Она говорит, знает. Я хочу, чтобы она сама тренировалась. Она расторгает контракт, она его достала. Мгм. Она дает ему в руки. И он разворачивается и утягивается туда, в тот черный портал. Я говорю, чтобы она дала вектор ему направления. Пусть она выталкивает своими высокочастотными вибрациями все подключки, все воздействия, выталкивает своего пространства. И вот она вкладывает туда эту информационную бомбочку. Пусть этот эгрегор растворяется. Пусть люди осознают и выходят, очищаются от этого, от этих энергий. Мгм. Она закрыла этот портал. Ее энергосфера сейчас начинает сиять. Она такая становится упругая. Мгм. Отлично. От Кашпировского избавились. Идем дальше. Наталья Степанова. Тоже к ней обращалась. Так, сейчас одну минуточку, потому что я проверяю это пространство. Я его там почистила, все, закрылось, этот портал. Так, переходим дальше. Мгм. Кто у нас? Наталья. Наталья. Давай на счет 3 ты увидишь. Я Есть? ее вижу. Видишь уже? Да, я вижу и рассматриваю. Она выглядит какая-то в эфирном пространстве. Вот она выходит с этого портала своего, с эгрегориального, да, тоже с нижнего портала, и тоже в секторе колдовства она находится и магии. То есть это грубое вмешательство. То есть что я могу сказать с этой ситуацией? Вот пока что воля Лидии
То есть приравнялась к нулю. Вот эти похождения к разным людям за помощью, обращение за помощью, на самом деле это она все дальше и дальше погружалась в безволие. Вот М. это причина этой безвольности. Есть ли Э, какие-то подключки от Натальи? Я вижу, что она делает что-то руками, вот так вот. Она такая какая-то вся толстая, какие-то накладки на ней искусственные. И она вот так вот руками что-то делает и закручивает энергии, которые идут в сердечную чакру. С каждой ее руки черные энергии идут. То есть М. я вижу, что у нее вот как-то это связано с этими меридианами, но дело в том, что когда человек приходит к другому человеку, получается, что Лидия разрешила, чтобы эта женщина проломила ее энергосферу, вторглась в ее пространство и подселила свои энергии. И задала вот это движение этими руками, говорит о том, что она дала вектор движения и вложила программу своим энергиям. Мгм. И когда и вот Лидия таким образом смешала свою энергию, свои программы с чужеродными, чужими. Мало того, что это энергия чужого человека, то этот человек обладает вот этими черными энергиями, она подключена к черному порталу, вот, где в сектор духов. То есть вот эта сила, которая побуждающая сила, Мгм. это черная сила, низковибрационная. Мгм. Хочет Лидия от этого избавиться, от этой Натальи? Да, я вижу, что она расторгает контракт, то есть в М. ней вот это уже начинает, она уже как бы тренируется сама, Да, уже она знает, как расторгла это контракт, делать. да, и отдает ей. Я говорю, чтобы она выталкивала своими высокочастотными энергиями и задавала программу своим вселенским чистым энергиям, чтобы ее энергии выталкивали эту колдунью из ее пространства. Я говорю, чтобы она вложила бомбочку. Пусть информация, то есть она не должна отдавать свою энергию туда вниз по порталу, нет, она должна считать, то есть скодировать, то есть считать код. И как бы это антивирус. Это происходит таким образом, что когда человек заболел гриппом, он там поболел несколько дней, организм выработал антивирус. И Иммунитет все, появится, и все. да, да. Я говорю, чтобы Лидия, вот этот иммунитет, информацию, не саму энергию, а информацию этого иммунитета отдала, и пусть оно уходит туда, откуда пришло, со всеми подключками, программами, пусть все она выталкивает, и пусть этот антивирус, скажем так, назовем его, разрушает этот эгрегор изнутри до основания, откуда он там пришел к нам, по всем Мгм. структурам, и пусть фрактальные энергии его, да, вот я вижу, как он рассыпается, как черный песок, и расцветают вот эти энергии. Так, я говорю, что мы закрываем этот портал, пусть она закроет. Мгм. Сейчас я смотрю на Лидию. Она мне вот показывает вот так вот сюда. Что там у нее, что ты видишь? Там у нее идет подключка, там какое-то колдовство. Мгм. Посчитать или ты видишь? М,
Какое-то имя крутится там. Давай на счет Какая-то... ты четко услышишь, что за имя. 1, 2, 3. Там я вижу букву О. Что это за буква О, что это значит? А я не знаю, какой-то как, вот такой как бублик энергетический. То ли это, ну это не буква, это что-то такое. Нет, это не имя. М. Давай на счет 3 тебе четко придет информация, что значит этот бублик. 1, 2, 3. Я вижу, что этот бублик – это энергия, которую держит какая-то ведьма. Что тут? Ключкой. Она создала такие энергии, которые какая-то программа, которая работает вот сейчас. Она держит этот энергетический бублик. Она очень черная, эта женщина. А другой рукой, левой, она как жало. Вот у нее рука превращается в жало черное, проникает в сердечную чакру и по плечевой сердечной чакре буквально как будто бы руку вытягивает. Вот левая рука вот так вот вытянута, как будто бы в рукав продета какая-то палка, которая не дает возможности руку согнуть. И там программа. Программа считывается как что-то звенящее, как лед, ломаные энергии. И там программа. Сейчас я посмотрю. Программа на смерть. Мгм. Она берет энергию. Вот она что делает. Она берет энергию с того портала, с которого она выглядывает. И через этот, как-то вот этот бублик энергетический, то есть это связано с ее черномагическими воздействиями. Я не знаю, что там происходит на физическом плане, но на эфирном плане это вот чувствуется очень сильное воздействие. Мгм. Вика, давай мы на счет 3 посмотрим. Пусть Лидия покажет тот момент, когда эта программа на смерть у нее появилась. 1, 2, 3. Сейчас я вижу картинка. Какой-то человек обнимается и целуется с какой-то женщиной. А эта женщина, вот как-то руку, они как будто бы сидят вместе на одной скамеечке, такой маленькой. А эта женщина вот как-то руку за его спиной держит и вот что-то делает, какой-то ритуал. В это время Лидия спала. Ага. А спроси у Лидии, кем приходится ей эта женщина, которая делает ритуал? Она называет ее невесткой. Мгм. Оксана? Да, Оксана и вот эта буква О, она вот как-то обожгла эту, ну это не буква, это вот как будто бы энергетическое что-то. И вот это О, скажем так, или что это, бублик этот, который она энергетически сияющий держала, он не сияющий, а он вот так вот как-то, энергия вот так идет странно, как будто бы намотана, как будто бы это электрический какой-то приборчик.
И оно как бы раскололся, и она уколола руку этим стеклом, потому что это была энергия холода. И ее рука начинает розоветь. Она вся черная была, эта женщина. То есть она сейчас в этот момент поняла, то есть проблеск осознания у нее произошел. Я говорю Лидии, что она может приказать этой ведьме забрать программу эту себе, пусть забирает. Она боится этой программы, кричит нет. Да, Да, потому что, ну, поболеет денечков 5 или 10. Осознание сразу придет с одного места, куда нужно. мгм, Если не долбануть, так не дойдет же. Пусть помучается, пусть да. откат пойдет. Я говорю, пусть забирает своими руками. Забирает. Да, забирает. Я вижу тот момент, когда это, ну, как бы этот человек сидит и целуется с ней, Мгм. и эта энергия утягивается ей в руку. Она вот за спиной что-то делала, какой-то ритуал. Втягивается в руку, и сейчас вот оно вот так вот, пух, энергосфера Лидии просто вытолкнула это все. И я Мгм. вижу, как эта женщина с этими программами, все рассыпается, и все уходит с этой женщиной в портал, вот сектор духов. То есть, ну там не буду это перечислять, все Мгм. эти рукава, куда оно идет. Короче, туда вниз пошло. Я говорю, чтобы вот Лидия уже знает, что делать. Она этот антивирус Да. вкладывает в тот портал и закрывает его. Этот антивирус разрушает энергии, не вредит людям, а наоборот способствует тому, что они начинают видеть, что происходит, куда они вляпались, да, и поможет им выбраться с этой бездны, потому что у светлой вселенной в ней зла и агрессии нет. Она работает каким образом? Вот эти фрактальные энергии цветущие, потому что то, что мы думаем, что это свет, это тьма. На самом деле наш светлый мир, который мы думаем, что он вот светлый, он уже настолько заражен, что если сравнить вот эти светлые энергии от первоисточника, с того мира, в котором мы жили, это же мы были когда-то такие. Просто нужно взять эти энергии с прошлого и перенести их в теперешнее. И вот таким образом наша Вселенная, как и мы будем исцеляться, и Вселенная исцелится. Эти энергии фрактальные структурируют пространство, и зло превращают в добро. Потому что энергия никуда не девается, она есть. И то ли энергия темная, то ли она светлая. Просто нужно переструктурировать. А чтобы переструктурировать, нужно задать программу. А эта программа находится там, в той вселенной, которая была чиста до прихода врага. Мгм. Это, да, это Илья, я это услышала в ролике Ильи, и когда я просмотрела это на эфирном плане, это было нечто, это было вообще, я увидела, как оно работает, что вот оно, вот этот механизм, который нас освободит. Все просто, четко и естественно. Отлично. Избавились, да? Да, да, все, она сейчас как будто бы смахивает с себя что-то. Мгм. Отлично. Идем дальше. Отсоединись от этой ситуации. Мгм. Дальше у нас идет какой-то шаман. Тоже к нему обращалась. Он тоже находится в секторе магии и колдовства. Мгм.
Я вижу, что Лидия расторгает с ним контракт. Этими энергиями его выталкивает из себя, отсекает. Она в этот портальчик вкладывает подарочек. Мгм. Закрыла портал. Быстро уже, Эне- да? Уже знает. Ее энергосфера вот вытолкнула вот какие-то звуки. Они просто вышли. То есть вот эти вибрации соответствовали каким-то звукам. И когда она вот так вот сделала, просто вытолкнула с энергосферы, так, пух, и Мгм. пошел звук. Отлично. Отлично. Идем дальше. Отсоединись от этой ситуации. Дальше у нас идет известный рейки. Да, рейки я вижу, это 2 ступени. круто. Да. Посвящала ее некая Тереза. Я вижу, что от этой Терезы есть две подключки. Одна идет в сердечную чакру, другая идет в третью чакру, солнечное сплетение. Характерные вот эти поломанные энергии, то есть естественные, живые, живородящие энергии, которые имела в себе Лидия, были поломаны. То есть вот эти фрактальные чистые энергии были превращены вот в какие-то ледяные палки. Мгм. Осознала она это? Она не то что осознала, она расторгает контракт, на Мгм. котором римскими буквами, цифрами написано 1, и это к сердечной чакре, и расторгает контракт с цифрой 2, и отсоединяет эту женщину от чакры 3. Оно все сваливается, она наполняется вот этими фрактальными чистыми энергиями, и они ломают, то есть превращают эти палки в энергию радости, счастья, любви, то есть в эти чистые энергии. Мгм. Оно все сыпется сейчас, как песок, в тот портал. Я говорю, чтобы она по системе этих подключек, вот она вкладывает, выталкивает эти все энергии. Я говорю, чтобы она отсекала от себя. Вот сюрприз туда вкладывает. Закрыла портал, и он закрылся. Мгм. Отлично. Так, это сделали. Отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. Э, Смотрела, наверное, по интернету Ли Кэрролл, который общался с Крайоном. Видишь? Эта информация находится в ее энергосфере, как будто бы вот перед ней такой выпуклый большой телевизор. Подключка идет в сердечную чакру. Мгм. От этого так называемого телевизора идет подключка в нижний портал, в сектор духов. Я говорю, это просто сделать, просто отменить этот момент. Мгм. Как она хочет это сделать? Она расторгает соглашение, и она выключает телевизор, и он выключается у нее здесь. То есть этот экран, она выключает его, и он начинает сыпаться. Я говорю, что по системе этих программ, по системе этих подключек, чтобы она пропускала свою чистую энергию, уничтожала все программы, все подключки, да, оно рассыпается. Она вкладывает бомбочку и закрывает портал. Мгм. Портал закрылся. Отлично. Каждому порталу по бомбочке. Так, посмотри. Давай на счет 3 ты увидишь, есть ли еще что-нибудь в секторе магии и колдовства.
1, 2, 3. Там я ничего не вижу, я просто сейчас вижу, что есть подключка к какому-то эгрегору, который подключен снизу. Она как будто бы, он очень плотный, она как будто бы на нем, вот ее шар энергетический, как будто бы стоит на игле. Вот такая вот толстая, как сосулька. Мгм. Что это за эгрегор такой? Мне почему-то приходит, что это эгрегор болтовни. Болтовни? Да, я вижу бабушки, семечки На лавочке? на лавочке. Я вижу телевизор, который постоянно бла-бла-бла-бла-бла, вот это мелькает. Мгм. То есть идет вливание ненужной информации, скажем так. То есть, вероятно, я так думаю, что Лидию используют часто как жилетку, поплакаться кому бы. Или она это делает. То есть идет забор энергии там, где она и не подозревает. Мгм. Вот как будто бы переливание с пустого в порожнего. То есть идут движения, которые не приводят к позитивным изменениям. Вот Мгм. она это увидела, да, она это увидела. Я говорю, что нужно быть более разборчивым в том, что смотришь, в том, что слушаешь, и в том, что говоришь, и в том, что делаешь. То есть нужно себе поставить, не нужно в себе копаться, себя винить в чем-то. Достаточно поставить себе цель, думать, говорить и слушать только то, что приносит пользу мне и окружающим. И тогда оно, вот эта программа будет структурировать все пространство. Вот эти люди, которые висят на ушах, как лапша, они будут куда-то деваться. Вот. Телевизор будет включаться на те программы, которые хочешь смотреть. Мгм. Говорить человек начинает вещи, которые будут созидательные, созидать себя и других. Мгм. Я вижу, что Лидия тоже работает так же, как она. По накатанной схеме, да? Да, только я вижу, что там у нее в сердечной чакре есть какой-то как шарик. Я ее спрашиваю, что это. Это ей принадлежит? Она его выталкивает. Это такое программирование через... То есть это программирование от социума. Я говорю, что она может этому шарику, этой программе задать совершенно другой вектор и другую программу, перепрограммировать этот шарик на разрушение зла, злых, негативных энергий, воздействий по всем тем каналам, откуда оно пришло, до самого основания. Пусть зло саморазрушается, невежество, а также все эти энергии как пустого времяпрепровождения, ну, вот это все. Ну, этот э, эгрегор называется, так и называется, болтовня. Оно так и написано, бла-бла-бла, болтовня, вот это вот. Мгм. Избавилась она от него. Она не знает, куда этот шарик пустить. А я говорю, что пусть она зайдет в тот момент, когда эта программа укоренилась, проникла в нее, пусть она в этом моменте эту программу вытолкнет по тому же пути, по которому она и вошла. Мгм. Давай на счет 3 она это сделает. 1, 2, 3. Да, я вижу, как раскручивается какая-то спираль. Я говорю, что она может придать
ускорение этой программе, пусть ускоренно уходит туда вместе с программой антивирусной. Пусть люди освобождаются от этих энергий, и пусть энергии света, первозданной чистоты, структурируют этот эгрегор, чтобы пространство нашей Вселенной увеличивалось и улучшалось. Да, она это сделала, портал закрыла. И Мгм. вот смеется, подняя, вот сейчас ее энергосфера, как будто бы на распорке, которая идет в сектор интерферентов. То есть вся левая сторона в ее ментальной карте уже освободилась. Осталось только интерферентов. Мгм. Вика, давай посмотрим религиозного эгрегора. У нее нету? На счет 3 тебе придет информация. 1, 2, 3. Но она крещенная, я вижу, она крещенная. Угу. У нее есть этот эгрегор. Сейчас я посмотрю, где он находится в ее ментальной карте. Вот почему его нет в левой стороне, потому что он находится в секторе интерферентов. Да. Вот с правой стороны, вот черный открытый вот этот портал жертвоприношения, и он сливается с сектором интерферентов. Угу. Он вот, и вся ее правая сторона вот так вот все черное. Ну, не ее, потому что я рассматриваю ее ментальную карту. Угу. Угу. Так, ну мы, наверное, когда будем с интерферентами разбираться, да, его тоже уберем. Или сейчас лучше Нет, убрать? можем сейчас убрать, потому что лишние энергии негативные нам не нужны. Отлично. Спроси у Лидии, она хочет отказаться от крещения? Да, она хочет, я вижу момент, когда крестят этого ребеночка, и как он плачет. Он плачет не потому, что ему холодно, например, или жарко, а потому что он не хочет этого, он сопротивляется, и вот душа орет, плачет, и это отображается на физическом теле. Вот просто выталкивает ножками из своей энергосферы. Э, м. Я говорю, что это ее пространство, а ее никто не спрашивал, хочет ли она себя принести в жертву этому эгрегору, и она может расторгнуть этот контракт. Я вижу, как этот малюсенький ребеночек расторгает контракт и засовывает этот контракт туда, в тот портал, и этот портал закрывается. Угу. А этот ребеночек как бы соединяется с ней. То есть это частица ее души. Я говорю, чтобы она просканировала, чтобы она никакие энергии в себя не впускала. Предварительно нужно просканировать и очистить даже свои собственные энергии от всего чужеродного. И вот какие-то черные капли уплыли. То есть это фактически человек должен понимать, что зло очень хитрое, и оно прикрывается. Даже в Библии написано, что ангелы тьмы прикидываются, притворяются ангелами света. То есть человек, прежде чем кому-то поверить, прежде чем пустить в себя даже свою энергию, должен просканировать энергии, чужеродное вытолкнуть, а забрать только, что себе принадлежит. Она это сделала, этот эгрегор ушел. Я говорю, чтобы она бомбочку. Ну, я не говорю, она это уже делает, я просто повторяю, рассказываю, что она делает. Она бомбочку вложила, подарочек, да, пусть люди освобождаются, и пусть эти злые энергии превращаются в цветы, в добро, в любовь. Пусть эти фрактальные энергии заполняют все темные пространства, пусть наша Вселенная освобождается. Угу. Угу. Сейчас пространство расчистилось, и четко видно подключка, которая идет к сердечной чакре, какая-то серенькая,
секторе интерферентов кто-то там дрожит. Имплант на голове есть. Мгм. Так, вижу спрут. Вот крокодильчик прямоходящий и маленький серый. Я вот их сразу в какую-то колбу посадила, то есть защиту не в стеклянную, а сделала такую защитную колбу, чтобы они энергиями не мешали нашему расследованию. Вот какая-то такая булечка, как шарик вот этот, который надувают, мыльный пузырь, вот такое что-то. Мгм. Так, ну с кого начнем? Вот, я сейчас их поспрашиваю. Вот я спрашиваю, вызываю на допрос этого серого, что он делает в пространстве Лидии. Я говорю, что это допрос, и он должен мне все доложить по пунктам. Я его спрашиваю, контракт он готовил. Он показывает на крокодила и на спрута. Я говорю, подключки обслуживает кто? Он показывает он. Я говорю, кто получает энергию? Он говорит, он не получает, он робот, ему не нужно. Мгм. А кто? Вот они. Говорю, энергия уходит дальше. Да, он говорит, что уходит дальше, показывает то место туда, где в этот, ну, нас это уже не интересует, это не наше уже звено. Хорошо. Мгм. Мгм. Я его заморозила. Сейчас я смотрю, как идут подключки. Давай посмотрим, как идут подключки, например, от крокодила. От крокодила и от спрута идет подключка, вот как будто бы к 6-й чакре. Идет воздействие очень сильное. Мгм. Там стоит имплант. Мгм. От них обоих идет подключка. И подключка идет к 1-й чакре. От обоих тоже. И Мгм. там тоже стоит имплант. Вся ее энергосфера заблокирована, запечатана. То есть вот эти... Ну вот я тебе хочу сейчас сказать, что вот тот план, по которому мы работали, да, сначала вот это очень хорошо работает. Потому что вот на данный момент я вижу, что силы этих интерферентов минимальные. Уменьшились, да? Уменьшились, По да, сравнению с потому что началом. они поддерживались вот этими всеми штуками, что было с левой стороны. Ага. Сейчас можем идти искать контракт. Хорошо. Давай на счет 3 ты увидишь, есть ли контракт с крокодилом. 1, 2, 3. Да, есть. Мгм. Давай на счет 3 ты увидишь тот момент, когда был подписан этот контракт. 1, 2, 3. Я вижу малюсенькую девочку. Она, вот она замотана, одно личико выглядывает. Вот очень вот так вот, в пеленках. Мгм. Этот крокодил своего пространства как будто бы смотрит на нее, подходит, и он ее нашел и зовет, спрута зовет. Мгм. И тут же вот этот серый тоже
Он такой маленький, и он как будто бы на что-то а, на цыпочки встает, чтобы посмотреть. Ну, это образно говоря. Это говорит о том, что энергетически она была на другом уровне, что этому серому пришлось как бы приложить усилия, чтобы посмотреть на нее. Что, Ну, хочет что-то прицепить уже на нее? Имплант какой-то? я вижу, что от этих они начинают ее сканировать. Мгм. Они ее сканируют. Этот крокодил как будто бы, у него сканер какой-то в голове у него, Зачем он помогает нужен? Нет. ему. Сейчас я посмотрю. Они изучают ее, а также они ищут слабые места. Также я вижу, мне приходит, что человек на самом деле невидим для темных. Человека не видят темные до тех пор, пока вот она невидима практически была, когда родилась, она была невидима. Я вижу, что это больница. На больнице, потому что идет родовспоможение. Роддом, да? Да, да. То есть это вот она родилась, ее там сразу через какое-то время вот ее закутали. И мне приходит, что человек невидим, если в нем нет. Вот я смотрю, что они ищут. Они ищут те энергии, за которые можно зацепиться. Они ищут те энергии, которые находятся в самом человеке, в его ДНК. И они ее нашли, эту энергию. Что это за энергия? Я вижу, что это порча, которая находится в первой чакре. Мне приходит, что это родовая порча. Это такой какой-то вот испорченный, как будто бы ген. Я вижу ген, как он выглядит. А, Я, конечно, не врач, я не знаю, как ген выглядит, но мне приходит, что это ген. Он имеет такую форму какую-то неправильную, как какой-то комочек чего-то. И от него, от этого комочка идет подключечка в сектор колдовства. И я вижу, что там ситуация с какими-то родственниками в прошлом. Я вижу сельская местность, маленький мальчик, а мама сидит, что-то делает, и она ему говорит что-то. То есть как бы ситуация такая: мальчишка открыт, у него очень открытая энергосфера, и он готов служить матери. А она на него ругается, плохие слова говорит. Мгм. Произошла, так как ребенок, просто я вижу, как он прибежал с радостью, открытый, маму послушал, ну что-то сделать, а она на него ругается, может, он долго шел или что-то еще. И он с радостью побежал исполнять то, что мама ему говорила. Но в этот момент произошел сбой на генетическом уровне, потому что его подсознание было открыто, и вот эти слова негативные записались в его на уровне генетики. Мгм. Этот ребенок это Лидия, да? Нет, это не Лидия, это кто-то с предков давно. Предок. Мгм. Нет, это Лидия. Я проверила. Мгм. Да, это она показывает, это она. Я говорю, что сейчас она может зайти в тот момент, когда произошла эта порча родовая, и изменить эту ситуацию. Таким образом, я вижу, что
мать, вот этот мальчишка, он прибежал, вот ему лет 5. Он прибежал очень быстро и встал вот так, то есть он уже готов, то есть он не мешкая, ну, он изменил эту ситуацию таким образом, что он моментально прибежал к маме исполнить ее пожелание, и у мамы, я вижу, вот этот скотч на рту. То есть Мгм. она не сказала этого проклятия, и оно уходит в тот момент и утягивается, и все. И я вижу, как эти сканируют и ничего найти не могут. То есть она для них невидима, они не могут зацепиться ни за что. И они вот так вот руками пожали, вот эти интерференты, и утягиваются. Я говорю, чтобы Лидия на всякий случай расторгла контракт с ними, и чтобы она приказала, чтобы эти интерференты своими руками немедленно убрали все подключки, все импланты, не прикасаясь к ее энергосфере. Я вижу, как они забирают это все. Я говорю, чтобы она повышала вибрации, наполнялась светом. Вот падает сектор, вот эта штука, которая там висела, как она тоже упала сюда, то есть растворяется, все исчезает. Я говорю, чтобы она просканировала, чтобы эти импланты с первой и с 7 чакры, чтобы она отдала им. Пусть она отключает полностью их от своей энергосферы. Пусть она наполняется этими светлыми первозданными энергиями чистой Вселенной, пробуждает эту генетическую память и по системе этих подключек, программ, пускает этот привет с этими программами на самоуничтожение зла до самого основания. Пусть этот вирус уничтожает все структуры всех воплощенных энергий, то есть не самих людей, а этих энергий, воплощенных в любых формах и разовоплощенных, то есть на всех уровнях мироздания до самого основания. Пусть эти энергии процветания, счастья, радости, первозданной чистоты и безмятежности распространяются уже внутри того портала. Мгм. Давай на счет Пусть 3 это да, произойдет. 1, 2, 3. да, отваливаются эти импланты, она отдает. Я говорю, чтобы она выталкивала, отсекала от себя привет в этот портал, и все закрывается, все уходит. Пространство чистое. Мгм. Лидия поднимается в светлое пространство, очень чистое. Мгм. Она светится, я вижу ее крылья. Она посылает нам воздушные поцелуи. Отлично. Мы все находимся, вот ты вот на своем, вот там в тылу от нее, вот там, я здесь. Мы все светимся. И я вижу, как, потому что мы находимся в рабочем пространстве, она находится на 17 уровне, и мы ей, как бы она поднимается еще выше, мы ей даем, как бы, знаешь, как будто бы мы ее вот как ребенка подсаживают, чтобы он ушел куда-то, ну, Мгм. чтобы он поднять его. Вот мы так сделали, и это пространство, ну и мы полетели вверх. Она полетела в свою сторону. Я спрашиваю, что мы закончили сеанс? Она говорит, да, да. Ну, мы Нет. благодарим. Еще. Она говорит, да, она улетает. Не-не-не, пусть подождет. Это еще не все. Она спешит. Я Мы говорю, еще ненадолго ее задержим. Потом может улетать. «А, Так, она и, говорит, я не хочу. ну, Она, надо она, сказать. знаешь,
Да-да, одну минуточку. Мне интересно, почему она так спешит. Ага, ну спроси. Она говорит, что ей так надоело пребывать в тех тяжелых энергиях, что она хочет понаслаждаться этими светлыми, легкими энергиями. Я говорю, что она еще успеет понаслаждаться. Пусть она подождет, потому что мы должны сеанс закончить. Да, это еще не все. Вика, давай проверим еще раз. Сектор подписания контрактов. Пуст или нет? 1, 2, 3. Да, пуст. Нет, Нет. ничего Что? нет. Там стоит запрещающий знак. Все, ничего нет. Отлично. Так, сектор магии и колдовства. Проверяем, чист или нет. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Да, да, все чисто. Отлично. Так, отсоединись от этой ситуации. Мгм. Так, тут Лидия еще писала, общалась она с какой-то ясновидящей Лилией, Лилия, дружили они с ней, насколько я правильно увидел, лет 40, да? Посмотри, есть ли что-то, какие-то подключки от этой Лилии. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Эта лилия находится, это не подключка, это привязка. Привязка. Это такая же привязка, которая прорастает между людьми, с которыми общаешься. То есть она находится вот в разном, она то в секторе, но сейчас Лидия находится очень высоко. И это к третьей чакре. Но я говорю, что подключек и привязок не должно быть. Она Мгм. может вот эти энергии, вот, они как пояс утягивают ее, стягивают ее, саму Лидию, чтобы она вот эти энергии, за которые держится эта ее подруга, пусть она выбросит просто, растворит. Потому что между свободными людьми не должно быть никаких подключек. Я говорю, чтобы она вытолкнула эту подругу по системе этих подключек, привязок. Пусть она идет туда, куда она хочет, а Лидии вот эти воздействия чужеродные не нужны. Я говорю, чтобы она все пространство эфирное, физическое очистила, наполнилась светом и растворила все негативные воздействия, энергии, программы, которые теоретически могли быть от этой женщины. Она это сделала, я вижу, как какой-то песочек посыпался. Я говорю, чтобы она дала информацию. Этот привет тоже в этот портальчик этой женщине. Почему? Потому что если эта женщина делает что-то нехорошее, она это увидит и сможет как бы отсоединиться. То есть осознать. Когда приходит осознание, тогда зло само растворяется и уходит. Мгм. Хорошо, она это сделала. Да. Хорошо, отсоединись от этой ситуации. Дальше. Насколько я правильно понял, Лидия ухаживала за Лизой 6 лет, правильно? Вот. Она, наверное, тоже хочет убрать привязку от этой Лизы, если она есть. На счет 3 ты увидишь, есть ли привязка от Лизы. 1, 2, 3. Ну, я вижу, что то же самое. Угу. В третьей чакре. То есть это обычные привязки, это не подключка, это привязки к людям. Я говорю, что она может сделать то же самое. Распространить свет в своем пространстве и вот эти пусть энергии света, радости, счастья, первозданной чистоты энергии пусть растворят, уничтожат, перетрансформируют эти низковибрационные воздействия, программы,
высокочастотные энергии радости, счастья. То же самое происходит, оно рассыпается. Она тоже передает информацию о чистой Вселенной, этих энергиях. Это как будто бы она такую искорку положила в энергию этой женщины, а эта искорка начинает рождать цветы. Вот эта энергия саморождающая, самозарождающая энергия распространяется вокруг. Да, да, все произошло. Отлично. Отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. Бывший муж Зиновий, покойный. Лидия тоже хочет разорвать с ним связь, если таковая имеется. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Ну, я бы предлагала ей передать информацию в то пространство, где он находится. Пусть она передаст ее по этой подключке, и пусть эта подключка сразу же растворяется. Это тоже привязка, тоже 3 чакры. Я говорю, чтобы она передала информацию о этой светлой первозданной энергии. Пусть она ему расскажет об этом. Пусть она покажет и расскажет ему о своем освобождении, чтобы он в тех пространствах, где он находится, смог получить эту информацию и распространить этот свет там, где он находится, в том пространстве. Да, она это сделала, соединилась от него. Угу. Я вижу, что сейчас она находится он не в плохом пространстве находится, но она находится на более высоком уровне. Угу. Сейчас, да. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Идем дальше. Лидия хочет избавиться от зависти от подружек, таких как Валентина, бывшая невестка Наталья и Александра. Есть ли зависть от этих всех людей? На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Ну, дело в том, что человек завидует в своем пространстве. Это его пространство. И если Лидия не хочет, то она не будет отдавать энергию им. Пусть себе завидует. Я говорю, что она может их всех позвать, они вот все стоят. У них всех не подключки, а привязки есть. Привязки, да. Я говорю, чтобы Лидия передала информацию о своем освобождении этим людям, а также убрала те энергии зависти, которые есть в ней самой, потому что они притягиваются на эти энергии. Пусть она их уничтожит, перетрансформирует в более позитивные энергии радости, счастья, доброжелательности, свободы, здоровья, красоты. И пусть эту энергию, пусть вложит сюда первозданную энергию чистоты и святости и передаст по этим подключкам, этим людям эту информацию. Пусть они тоже освободятся от своих негативных программ и энергий. Угу. Она это сделала, отсоединила их, и они полетели. Угу. Хорошо. Так, это мы сделали. Отсоединись от этой ситуации. Дальше Лидия переживает, что ее сын Геннадий общается, как она написала, с монстром Оксаной. Говорит, что она их заколдовала. Ну, для этого мы не можем ничего делать в пространстве другого человека. Да, но в ее Пусть, пространстве этого уже нету, правильно? ну, конечно, нет, но пусть Лидия передаст информацию. Пусть Вот она их позвала. Вот. Я говорю, что по этим подключкам, по этим каналам, ну это не подключки, как каналы энергетические, пусть она передаст эту информацию о чистой
первозданной Вселенной. Пусть она эту информацию передаст по этим каналам своему сыну и этой женщине, которую она называет невесткой. Вот. Пусть она передает им. И я вижу, что сын взял эту информацию, и он прозревает. А эта женщина темная, она ушла. Он ее бросит. Или она его бросит. То есть эта информация сработает правильно, потому что осознание приведет к разделению. Все делает человек сам. То ли он встает на сторону света сознательно, то ли он сознательно встанет на сторону зла. Это так происходит. Если кто-то видит, что кто-то сделал неправильный шаг сознательно, и этому человеку говорит: вот ты сделал плохо. И этот же момент, это момент истины. В этот момент истины честный человек скажет: да, благодарю тебя, помоги мне выбраться с этой ситуации. А человек, который сделал сознательный выбор, чтобы встать на сторону зла, он начнет на этого человека, который ему открывает глаза, клеветать, он начнет его гнобить. Этот принцип записан даже в Библии. Не бросайте бисер перед свиньми, потому что свиньи обернутся, сожрут и ваш бисер, и вас. Да. То есть мы дали информацию, все, а дальше нас не касается, что эти люди делают с этой информацией. Это их дело, это их отношение то ли с первотворцом, то ли с источником зла. Нас это не касается. Наше дело распространять свет вокруг себя, структурировать пространство своими светлыми энергиями, привлечь энергию, первозданную энергию, чистую, святую, нашей Вселенной и нас самих сюда, в наше настоящее, здесь и сейчас. И таким образом улучшить не только свое состояние и жизнь, но и помочь нашей Вселенной пробудиться и очиститься от зла. Хорошо. Сын Геннадий принял информацию. Да. Отлично. Отлично. Хорошо. Отсоединись от этой ситуации. Теперь переходим к вопросам по здоровью. Болят все кости, еле ходит, боль в правом бедре. Нет, Тарас, это было нельзя в настоящем, это было, болело. То есть даже перечислять не будем. Никакого негатива. Сейчас оно все восстанавливается. То есть то, что было, это ее жизнь была до этого момента. Она все уже увидела. Я даже не хочу, чтобы она это слышала. Пусть меня, мои дорогие, простят, но я, как говорю, я же вижу, как оно работает. Когда мы называем что-то негативное, в наших сеансах давайте договоримся так. Мы можем говорить о негативном только до момента освобождения и очищения. Сейчас Лидия, что она сделала? Вот, я понимаю, что люди хотят, чтобы мы все это проговорили, но я здесь нахожусь как раз, чтобы смотреть, что происходит в эфирном пространстве, да? Вот, и я вижу, что вот эти энергии процветания, которые Лидия пробудила в себе, свою генетическую память, это как раз и будет ее работа в своем пространстве. Сейчас она может наполнить все свое личное пространство, все, что ей принадлежит, этими энергиями, то есть раскрыть генетическую память, выпустить эту энергию на волю, энергию первозданной чистой Вселенной с ее потенциалом на оздоровление, омоложение, на процветание, здоровье, красоту, молодость, успех во всем и чистоту, идеальную чистоту, вселенскую чистоту чистой
священной Вселенной. Пусть она наполнит все свое личное пространство, пусть прочистит свое ДНК на всех уровнях, физическом и эфирном. Пусть наполнит все свои эфирные тела, физическое тело этими энергиями, распространяет эти энергии, которые проникают в более низкие частоты и их повышают, то есть структурируется пространство. Пусть она наполняет весь свой дом этими энергиями, которые будут распространяться на все предметы, на все события, на все, что принадлежит ей, на ее семью. И пусть улучшают структуру всего ее пространства и распространяются эти энергии света, чистоты, радости, счастья все дальше и дальше по всей Вселенной. Она может сейчас оставить информацию в свободном доступе о своем освобождении и о том, как пробудить свою генетическую память, как привлечь эту священную энергию в свою жизнь и таким образом вот этот участок, свой личный участок превратить, перенести как бы то есть то прошлое светлое, поместить его сюда. То прошлое светлое, когда была чистая, безмятежная Вселенная. И вот эти энергии привлечь в свою жизнь сейчас. Угу. Давай я посчитаю от 1 до 3, и это все произойдет. 1, 2, 3. Да, это произошло, и она сейчас как бы смеется сама себя. И она показывает тот момент, когда она убежала с нашего сеанса, и она сейчас говорит, что мы ее как бы снова приземлили, потому что она почувствовала столько энергии, радости и счастья, что она забыла о своем физическом воплощении. А сейчас ей пришлось об этом тоже подумать. Ну, Я говорю, извините, конечно. да. Да, мы воплощенные должны думать и заботиться о своем теле, мы должны заботиться о своем пространстве, о тех людях, которые нас окружают, о всем, чтобы наполняться светом, радостью, в первую очередь самим, и потом эту радость и счастье, здоровье и красоту давать другим. А давать не то, что оторвать от себя и что-то дать. Так оно не работает. Оно работает по-другому. Пусть каждый возьмет то, что он сам хочет. Хорошо, отлично. Отсоединись от этой ситуации, идем дальше. Лидия делала аборты. Давай посмотрим, осталось ли чувство вины у нее. На счет 3 ты увидишь. 1, 2, 3. Я говорю, да, конечно. Это находится где-то в районе первой чакры. Я говорю, что она может сейчас изменить эту ситуацию. Пусть она договорится со своим нерожденным ребеночком, что она попросит у него прощения. Вот я вижу просто, как они договариваются. Он ее простил, и он записал информацию в генетическом коде информационном, что он сам решил уйти. Он снял ответственность с нее. Она передает ему искру, информацию об этой первозданной чистой энергии, и он понес ее в свое пространство. А эта энергия вины, она рассыпалась и ушла туда, в нижний портал. Я говорю, чтобы она распространила свет, эту живородящую энергию по всему своему пространству, и она может сейчас избавиться от всех блоков. Вот этот блок ушел, я говорю, чтобы она убрала все чувство вины и все темы со всех моментов, со всех воплощений, в этом воплощении, когда она чувствовала себя виноватой или когда кто-то делал ее виноватой. Чтобы она все эти моменты
нашла и отменила, убрала этот заряд чувства вины, а вместо этого распространилась свет первозданной чистоты. Сейчас я вижу, что у Готов? нее есть блоки страха. Да, она это сделала, Отлично. потом лежат у нее блоки страха. Что за страх? Их много. Каждый страх имеет свой, они выглядят как будто бы камешки вот такие. Мгм. Она может сделать то же самое. Ее подсознание знает все и умеет все. И она может сейчас зайти в каждый из тех моментов, когда она испытывала страх и когда ее кто-то пугал. И эти все энергии страха она может перетрансформировать своими высочайшими энергиями Мгм. первозданной чистоты, вытолкнуть они, знаешь что, они вот начинается вот такое движение этих энергий, и эти блоки, они рассыпаются, она этот песок выталкивает из своего пространства, и он сыплется. Я говорю, чтобы она распространяла в свое внешнее пространство эти энергии цветущей радости, счастья, здоровья, и перетрансформировала все низковибрационные энергии в высоковибрационные. Мгм. Песок. Да, он расцвел. М. А сейчас, ну, это уже за ее пределами ее пространства. Сейчас я вижу сердце, сердечную чакру, Мгм. и я вижу, что там какая-то рана, какой-то блок. Что это за блок? Какая-то сверлящая энергия темно-красного цвета. Все негативные, вот сожаления, вот негативные такие ощущения, разочарование, то есть низковибрационные энергии, которые принадлежат ей. Я говорю, что ее подсознание знает и умеет все. Она может зайти сейчас одновременно во все те моменты, которые доставляли ей печаль, когда вот эти блоки образовывались. Она может зайти в эти все воспоминания одновременно, прожить эти все горестные моменты, принять ситуацию такой, какая она есть, принять себя такой, какая она есть. Мгм. Я сейчас посчитаю от 1 до 3, и она это сделает. 1, 2, 3. Да, сейчас я вижу, как этот бурлящий поток, он прекратился, и она как будто бы вытерла слезы, и такое облегчение. Я говорю, чтобы она вынула все эти энергии, блоки, они ей не нужны. Она может сложить эти блоки вот в какую-то стеклянную коробочку, вытолкнуть. Пусть эта коробочка вот здесь так, где она, вот она ее поставила, пусть она полежит пока. Я говорю, чтобы она просканировала свою всю сердечную чакру, и чтобы она нашла в ней тот источник первозданной чистоты, чтобы она убрала сейчас все блоки, которые мешают пробуждению этой энергии радости, здоровья, счастья, саморождающей энергии первозданной Вселенной, и чтобы она просто убрала эти блоки и выпустила на волю эту свою запечатанную энергию. Пусть уничтожаются все блоки, насаженные любыми структурами магическими, технологическими, колдовскими, всеми воздействиями, пусть оно все уходит туда, откуда пришло,
Пусть ее генетическая память освобождается от всех блоков. Я вижу, как это уходит, как будто бы она, вот как будто бы много-много вот таких шариков, и они вот так вот лопаются. И вот эти шарики черные, они лопаются, и миллионы ниточек уходят в сектор интерферентов. Мгм. Я говорю, чтобы она эти убеждения, программы, энергии отдавала туда, откуда они пришли. И пусть ее первозданная энергия, вот, как только она включает эту энергию света, первозданного света, то эти темные оборачиваются и начинают убегать. Я говорю, пусть она распространяет, да, а сейчас пусть она эту копирует эту информацию об этой ее священной энергии, о ее иммунитете, передаст эту информацию, вот так приложит туда, в тот портал, и пусть эта информация заражает все структуры людей, воплощенных, невоплощенных, людей и не людей, и этих тварей. Все пусть заражает информацией о той светлой вселенной и о том, как с этим злом бороться, и пусть ее память освобождается. Мгм. Сделала Она, она? да, она это сделала. Я говорю, чтобы она выталкивала за пределы своей энергосферы. Вот, портал она закрыла. А сейчас я вижу, что ее сердечная чакра сияет. Сейчас я говорю, чтобы она, вот эта коробочка, она же подключечку имеет к сердечной чакре, чтобы Мгм. она по этой подключечке распространила этот первозданный свет и уничтожила все те энергии, которые удерживали ее на этих низких вибрациях. Все те блоки пусть уничтожатся. Вот они рассыпаются и превращаются в цветущие цветы. Вот так происходит структурирование пространства. Сейчас я дальше иду. Горловая чакра. Я вижу в пятой чакре у нее есть блок энергетический. Это оно как будто бы такой шлейф откуда-то идет, но идет как бы отражение от ее энергосферы. Мгм. Я ее спрашиваю, что это такое. Что это за блок? Она говорит, что эта боль пронизывает ее все энергетические эфирные тела. Я говорю, какая боль? Пусть она покажет, пусть она зайдет в тот момент, когда эта боль образовалась. Мгм. Она говорит, что это боль, что она ничего не может. Ага. Я говорю, ну ты же смотри, как сегодня все сделала сама. Ты же все можешь. Говорю, ты можешь зайти в тот момент, когда ты впервые подумала, что ты ничего не можешь. Пусть И она идет в тот момент. я вижу маленький ребеночек до годика в ползуночках идет. Кто-то, мужчина, по-моему, шлепнул ее по попе. Она как бы пытается идти Мгм. и не хочет, то ли боится, то ли что. А вот этот мужчина, ну я не знаю, чья-то рука, как будто бы ее шлепнули по попочке и вот так как-то ругают. Ну, я бы не сказала, что это очень, но энергия такая серая. То есть это было как бы со стороны доброжелательно, но на самом деле это начал образовываться вот этот блок, который препятствовал ее самовыражению.
Мгм. самопроцветанию, да. А потом уже все остальные накладывались. То есть, когда появилась вот эта энергия, все остальные такие же начали притягиваться. Мгм. И это привело к тому, что Лидия забыла, что на самом деле она может все. И вот все эти ситуации, которые мы уже просмотрели, хождение по этим так называемым помощникам, Мгм. еще больше усугубляли этот блок. Все тянется оттуда, да? Да, я говорю, что она может пойти в тот именно момент, когда она впервые почувствовала это негативное чувство, что она не может что-то сделать, что она ничего не может. Вот она сидит и плачет. Она как бы упала на попу и плачет очень сильно. Я говорю, чтобы она насладилась своим горем, своими переживаниями, чтобы она прожила эти все моменты. Мгм. Да, я вижу, она прожила, это рассыпается, этот блок, и она встает, у нее появляется такая сила, энергия, и она идет, следующие шаги делает. И я вижу, как ее кто-то взял за одну руку, папа за другую, мама, и ее ведут. И она идет, шаги вот эти маленькие такие делает, идет, 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 а потом я вижу, как она изменяет все свои события в прошлом. Вот она уже девушка, вот она уже красавица, и она идет, идет, все увереннее и увереннее. И вот она уже бабушка, и она выбросила палочку, и она, Она э, может все. да, я вижу, как она преобразовывается, как она омолаживается. Я что-то подозреваю, что, может, мы даже стоим на пороге того времени, когда люди начнут молодеть. Потому что я вижу, что в эфирном плане идет вот процесс как бы назад. И она вот как бы сбросила вот эти все энергетические негативные наслоения. Мгм. Отлично. Ну все, мы через год Лидию не узнаем. Да, я думаю, лет так за 60, через 60-70 Лидия будет выглядеть как 16-летняя девушка. Мгм. Потому что я так подозреваю, что мы стоим на пороге очень приятных изменений в нашей Вселенной, когда люди будут жить столько, сколько они захотят жить, и не для того потом, они никуда, они даже смерти не будет, они просто, я вижу, они просто перейдут в новую форму, потому что они захотят жить в другом физическом теле. Мгм. Нам же искусственно ограничили вот эту Да, я жизнь. это вижу, как, ну, да, прекрасно. Вот как Хорошо. записывается естественная программа на омоложение и оздоровление. Искусственно никто не может это сделать, это просто нужно пробудить эту генетическую память. М. Вика, смотри, я правильно понимаю, то есть нам не нужно уже отдельно ставить программу на похудение, Нет, омоложение, это все уже нет, 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 абсолютно нет. м, Это так не работает. То есть настройки Вселенной изменились. ясно. Те все предыдущие события, что, ну, всем нам известные, да, вот, это как раз и был тот момент осознания и разделения. Мгм. Вот. И раньше мир был разделен вот так. Я вижу, а сейчас он вот так разделен. И светлые выходят, они как, знаешь, вот как кипящая вода, вот есть такая буферная зона, где вот это вперемешку. Темное и светлое вперемешку. И вот там, где вот это бурлит все, эти светлые, они как, в кипящей воде пар всплывает наверх и уходит. А зло, оно как бы уплотняется, потому что у него
нет вектора во внешнюю среду, они закрываются, закрываются. Это как черная дыра. И оно все будет уменьшаться, уменьшаться, уменьшаться. И чем больше пространств, людей, сущностей будут очищаться от темных энергий и начинать вибрировать, начинать жить в вибрациях первозданной чистой Вселенной, тем быстрее произойдут все эти изменения. И я просто вижу, как это глобальное зло, оно будет сжиматься, 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 и оно просто разрушится. Мы поможем это сделать. Да, каждый из нас поможет, и каждый человек, который освобождается по-настоящему, а не понарошку, тот приближает это время, потому что он это время уже приносит в свое пространство. То есть сначала это выглядит как будто бы в серой массе, вот такие вот очаги света, а потом оно все быстро раз. Хорошо, Вика, отсоединись от этой ситуации. Теперь Лидия просит узнать, в светлом ли пространстве находится ее мама Мария. Давай, на счет 3 ты посмотришь. 1, 2, 3. Нет, она находится в плохом пространстве, серое пространство. Я вижу, как и у нее есть привязка к Лидии. Я говорю Лидии, чтобы она передала информацию о своем освобождении, от этих энергиях первозданной чистоты своей маме по этой подключке. Ну, по этому каналу, скажем так, чтобы мама могла воспользоваться. Передает? Да, она передает. И произошел такой как бы раздел, который разделил эту привязку на двое. И Лидия ее вот оторвалась от этой подключки, привязки. Я говорю, чтобы она ее перетрансформировала, чтобы она вот таким куском тут не торчала искусственным, чтобы она наполнила свои пространства чистыми энергиями и распространила этот свет по всем пространствам. Да, она это сделала, поднялась в более высокие пространства. Как мама ее, Мария? Но самое главное, что Лидия передала информацию. То есть это как бы не сфера нашего влияния. Ну да, она уже не Процесс запущен, да. Да, я вижу, я сейчас зашла в будущее, теоретическое будущее. Почему? Потому что это все зависит от воли человека, от его выбора, что она освободилась, поднимается в высокие пространства. То есть наше дело как бы дать информацию, а дальше это все дело выбора самой души. Если он захочет, он, конечно же, что воспользуется. Я вижу, что воспользуется. Отлично. Отсоединись от этой Да, ситуации. я сейчас даже смотрю, что Ага. там была причина, по которой ее мама находилась в том пространстве. И эта причина исчезла. Это выглядело как будто бы вот такой какой-то механизм искусственный с нижнего портала. Она освободилась, и это все исчезло. Она поднимается. То есть это она помогла своей маме. Отлично. Теперь то же самое нужно сделать для отца. Посмотреть, в каком он пространстве. Николай. Посчитать? Нет. Я вижу, что он как будто бы в том самом пространстве, то есть как будто бы они вместе там были. Вместе с мамой, да? Да.
Я вижу, как Лидия передает ему информацию о своем освобождении и дает эту информацию о чистой энергии, о чистой вселенной. И она тоже сделала то же самое. Я вижу, что мама и папа, они как будто бы по одному какому-то контракту были в том пространстве. Все то же самое. Он берет информацию, он благодарит Мгм. и просит прощения у нее. Они говорят, они разговаривают Мгм. между собой, обмениваются информациями, любовью. Лидия показывает ему что-то, показывает высокие пространства, передает еще информацию, то есть идет коммуникация. Мгм. Он отсекает от себя ту подключку, которая держит его в нижнем пространстве, и оно все рухнуло туда и затянулось, и закрылся портал. А он ушел. Отлично. Так, отсоединись от этой ситуации. Смотрим дальше. Бабушка Мелания. Она с ней жила до 16 лет. Тоже посмотреть, в каком она пространстве находится. Да? Нашла ее? Да, бабушка нашла. Бабушка находится в хорошем пространстве, занимается там какими-то своими делами. А, Лидия передает ей информацию. Есть ли какая-то привязка между ними? Нет, Хорошо. она ей как будто бы мячик бросила, то есть никакой привязки нет. Мгм. Бабушка взяла и закрылась сразу. Почему сразу закрылась? А потому что они не могут с нами общаться, вот как мы себе думаем, что это Мгм. общение. То есть вообще-то их беспокоить нельзя, потому что они находятся, особенно если вот в чистых пространствах, они, ну, это для них тяжело. Потому что если человек уходит в более высокие пространства, он не хочет опускаться в низкие, он не хочет пускать в свое Мгм. пространство эти негативные энергии. Мгм. Хорошо. Ну, Отсоединись. я вижу, что она воспользовалась тоже этой информацией, Ага. и она как-то, я вижу, как она поднимается вверх по какому-то, как по туннелю светлому. То есть она как будто бы застряла в каком-то пространстве, возможно, это пространство было создано ей. Вот она сидела, я видела, как она сидит и вяжет. Может, это пространство не то, где отдыхают души было, а то, где, то есть так бывает, что вот сбой какой-то идет, и человек застрял в каком-то пространстве, и вот он там находится, ну, умерший имею в виду, и не может выйти с него. И это как будто бы и не очень плохо для него, и, ну, и не как бы, и он не развивается. Потому что я увидела сейчас, как она поднялась вверх. Мгм. Отлично. Отлично. Отсоединись. Так, Да. и последнее. Э, Лидия хочет передать информацию о своем освобождении близким. Я сейчас буду перечислять. Дочь Алла, сын Геннадий, внуки Анна, Александра, Мария, бывший муж Александр. Пусть она их всех позовет. Да, они все здесь. Мгм. Они все имеют, вот, ну, как обычно, привязки к ним. Привязка. Ну, мы на самом деле имеем привязки ко всем людям. Вот. И это легко очень избавляться от них. То есть нужно просто очищать свое пространство. Я говорю, что она может передать всем им информацию о своем освобождении, о той чистой первозданной Вселенной, чтобы они смогли привлечь эти энергии в свою жизнь тоже, чтобы они смогли освободиться, а, стать счастливыми, здоровыми, красивыми, процветающими.
Мгм. Они берут информацию, и эта информация, они вот как вот взяли шарик, и этот шар их уносит, выносит в верхнее пространство. Мгм. Все взяли, да? Все взяли, и все пошли вверх. Отлично. Хорошо. Отсоединись. Мгм. Давай еще такой вопрос. Да или нет? И остались ли какие-то еще программы у Лидии? 1, 2, 3. Ну, цель нашего сеанса убрать все чужеродное, что ей не принадлежит, потому Мгм. что все эти программы, которые созданы ею самой, это работа ее сознания и подсознания. Конечно, что сейчас она может убрать все те блоки, которые, ну, как мы называем их, денежные блоки, да, Мгм. Очень которые, да, которые мешают ей не только иметь достаточно денег, но эти блоки, они мешают всем делам на физическом плане, потому что они находятся ну, обычно это функция первой и второй чакры. Все, Мгм. что связано с нашим физическим воплощением и с нашими делами, с нашим успехом, с нашей реализацией здесь, на Земле. Я вижу, как она высыпает эти блоки в портал. Я говорю, чтобы она в этот портал положила информацию. Она мне подмигивает, конечно же. Она вот туда положила бомбочку с приветом. То есть Мгм. она сейчас я вижу, что она уходит в эти блоки, в а, эгрегор потерь и Денежные траты. разочарований денежный. Да, да, да. Я Мгм. говорю, чтобы она это пустующее место восполнила этими первозданными энергиями чистой Вселенной, которые есть в ней самой, в ее генетической памяти. Пусть она распространит этот свет по всем своим пространствам, наполнит все свои чакры и этими цветущими энергиями радости, счастья, успеха, благополучия и распространит эти энергии по всем своим пространствам личным, а также внешним. Пусть каждый видит, тот, кто хочет освободиться, видит эти энергии и освобождается. И сейчас я хочу посмотреть, видима ли она сейчас в таком состоянии для темных. Мгм. Давай на счет 3 ты посмотришь. 1, 2, 3. Ну вот я нашла ту рептилию, и я смотрю как будто бы с ее глаз. Мгм. Ну, это теоретически, не Мгм. практически. Мгм. И я вижу, что она не видит. Я эту рептилию, конечно же, теоретическую выбросила, но это как шкурка какая-то. В Мгм. портал сожгла. Вот сейчас я вижу, что она не видит для тьмы. Вот естественная защита. Это эти первозданные чистые энергии — это святость человека. Святость — это не вот такая святость, когда человек сидит и рассказывает, какой он светлый. Мгм. А святость — это когда человек наполнен этими священными энергиями, которые не загрязнены, которые чистые, которые самовозрождающиеся, то есть они рождают сами себя. Энергия, она всегда есть. И вот чистая энергия — это та энергия, которую от нас скрывают. Вот эта эфирная энергия. Вот это оно и делает такого чистого человека как прозрачным для тьмы, Мгм. Хорошо. невидимым. Хорошо, Вика. Отсоединись от этой ситуации. Давай теперь найдем эфирное тело Лидии. Посмотрим сейчас, на каком она уровне. На счет 3 ты ее найдешь. 1, 2, 3.
Что-то еще появилось. Что-то не пусть. Нет, она на хорошем уровне, но что-то, то, что ей не принадлежит, какие-то сапоги, расшитые цветочками, шли в такой еле заметный, тянется в сектор колдовства. Что за сапоги? Я вижу, что это какой-то эгрегор. Я говорю Лидии, нравится ли ей это, почему-то приходит привязка к этому эгрегору. Она говорит нет. И она эти сапоги снимает и бросает так легко туда. И бомбочку туда положила. И уходит. То есть какое-то воздействие, это не можно, нельзя сказать, что это какое-то очень сильно вредное. Но если оно проявилось, и она его убрала, значит, оно ей не нужно. Да, она сейчас вот взяла, чистит свое пространство там внизу. Я вижу энергосфера абсолютно чистая. И то, что я вижу вот в последнее время, когда я начала работать с тобой, то есть с Надей, с моими новыми, Соратника. то соратниками. Вот это соратник, да. Насколько легко, насколько прекрасно все видно. И энергосфера вот этими энергиями наполнена, она такая имеет цвет чисто белый. То есть цвет чисто, плотная, упругая. То есть сейчас прошли настолько кардинальные изменения, и она находится, я вижу цифры, я вижу цифра 27 и такой значок вверх. То есть это означает, что она встала на путь своего развития, на путь эволюции души, и вектор ее направления направлен вверх. К первоисточнику, да? Да, к развитию души, к первоисточнику. Умница, молодец. Отлично, отлично. Хорошо. Давай теперь вопрос такой посмотрим. Меня интересует, сколько она энергии теряла на начало сеанса? 1, 2, 3. Придет тебе? Тогда она жила, да, я вижу, она была на 1%, жила на 1% энергии. Я говорю, чтобы она эту даже не возвращалась мысленно в то, Все, этого чтобы уже она растворила это все. Да, она растворила этот образ. Сейчас остается только вот эта энергия. Она свободна, энергосфера прозрачная. Когда я считываю степень чистоты, она совершенно белая. Так она прозрачная. Совершенно прозрачная. То есть удивительно, удивительно все. Отлично. Спроси у Лидии, должны мы ли еще что-то сделать для нее? Она говорит нет. Она в эфирном пространстве сейчас себя показала, свое физическое ДНК. Она выглядит как девушка с волосами очень длинными, которые они такие русый цвет, и они где-то метр длиннее, чем ее рост. Они так лежат. Отлично. Все, процесс пошел. Отлично. Да, да, да. Отлично. Спроси Лидию, можем ли мы завершить сеанс для нее? Да. Да? Хорошо. Тогда давай прощаться с ней. Пусть летит. Она хотела. Полетела. Отлично. Хорошо. Проверь тогда пространство вокруг себя, все ли чисто. Да, я вижу, сейчас с этим, этот меню, вот, Что? ну,
Давай о драконах не будем. Давай. Все, хорошо. Все, портал закрыла, порядок. Все чисто. Можем Всё выходить? чисто. Да. Отлично. Тогда я посчитаю от 1 до 3, и ты вернешься в настоящее, откуда я с тобой разговариваю. Будешь чувствовать себя отдохнувшей, будешь чувствовать себя просто превосходно. 1, 2, 3. Открывай глаза. Как ты себя чувствуешь? Прекрасно. Хорошо. Благодарю, ребята, благодарю. Лидия, включайте микрофон. Да, я включила. Отлично. Ну, рассказывайте, какие были ощущения во время сеанса? Вот как только ожидала ваш сеанс этот, у меня такая тревога началась. И вообще с 9 числа, как мы с Викой договорились, не с 9, даже раньше. Вы знаете, у меня такая пустота была в голове. Я писала вот эти аспекты ночью, в 3 часа ночи, потому что ну никак я не могла сосредоточиться. Вот вроде бы понимаю все, что со мной происходило. Сяду, не хочу писать, и все уплывает. Думаю, то ли я чокнутая становлюсь. Это так, что смогла, написала ночью. А сейчас, как только Вика скажет, что освобождаюсь, а у меня такая какая-то легкость и радость на сердце становится, и я вздыхаю. Все ощущалось, да? Да, и я так рада, что я папу своего вообще никогда не видела. Мне было 7 месяцев, когда он уехал от нас. И я так рада, что я им хоть что-то помогла. Слава Богу. И спасибо вам превеликое. Пожалуйста. Я думаю, что немножко... А вот то, что я бла-бла-бла, вот эти подружки, они меня так замучили. Каждая позвонит, часами будет болтать, рассказывает мне всякую фигню про себя. А я с одной бабушкой, она на 12 лет старше меня, она меня так выводит. Я начинаю психовать, на нее орать. Ой, вот это она меня мучает 20 лет, эта бабушка. А сейчас не будет. Знаете, Она мне мне одна подружка позвонила и начала жаловаться, а раньше никогда не делала этого, потому что я этого не люблю, я этого не допускаю просто. Она: вот, никто меня не любит, вот, я умру. А я так, говорю: ну, ты знаешь, у меня 2 новости для тебя. Одна хорошая, а одна плохая. Одна новость хорошая, что я могу умереть раньше, чем ты, и ты цветочки на мою могилку принесешь. Я говорю, и лучше новость, ты первая умрешь, а я цветочки принесу. Говорю, мы все умрем. И все, понимаете, и все. У нее, она поняла, что нечего здесь, если хочешь совета, я тебе дам совет. Если хочешь поплакаться, пойди поплачь, Не ко мне. не знаю, не ко мне, где-то в салфеточку, в какой-то, не знаю, я слезы не принимаю, у меня все хорошо. Если хочешь, я тебе могу подсказать, как ты можешь сделать себе хорошо. Все, девочки, до свидания, один позитив. Вы знаете, я создала чат, я думала, что пусть наши дорогие вольнодумцы, однодумцы общаются, пусть они у меня здесь в чате начали ругаться, предупредила, а потом на 1, 2, 3 раз и удалила чат. А нечего негативничать, нужно приучать людей позитивничать. начали обсуждать, начали там... Я Да. читаю, говорю, Не вот, ведитесь на это все. Я, например, я даже не читала. Мне просто я всё сказали, читала и а возмутилась. я ничего не читала. Меня не интересует. Понимаете, меня вообще не интересует, что кто обо мне говорит. Я о себе очень высокой, у меня самомнение очень высокое, потому что я знаю, насколько я благородный и честный человек, да. То есть меня на самом деле, ну, невозможно опорочить, потому что я сама перед собой держу ответ в первую очередь, и вторую ответственность имею перед Творцом, перед Вселенной. То есть
на это я даже не ведусь, меня это не интересует вообще. Почему? Потому что бы мы о себе не рассказывали, за спиной расскажут лучше. Если такие рассказчики за спиной, то это означает, я должна радоваться, значит, я впереди. То есть у вас тоже должно быть такое вот, понимаете, такая вот какое-то... Сейчас такая светлая. Ну, оцените себя по достоинству. Не надо вам этого всего. Что вы можете сделать, это им помочь, если они хотят слушать. Не хотят, это их воля. И все. Ну вот эта вот бабулька, вот, которая 84, она одинокая, здесь никого у нее нету родственников. Она с Киева сама. И вот она позвонит: Лида, я так тебе завидую, что ты живешь с дочкой, у тебя и сын здесь. Я говорю, так вызывай своих. Она никак да. их не вызывает, а только мне завидует. И позавчера мне говорит, я хотела сделать суицид. Я говорю, ну значит ты чокнутая уже. Я говорю, тебя в дурку надо сдать. Вот так вот. Ну, это на самом деле это просто вампирит вас. Не Да, давайте ей я энергию. это понимаю, я это То понимаю. есть, нет, ну хотела, ну ты пойди сделай. Кому сделаешь хуже? Себе. Где твоя душа будет? То есть переводите стрелки на нее. Пусть она не забирает у вас энергию, потому что если она у вас энергию не заберет, может она энергию найдет, какие-то ресурсы в себе. Пусть займется чем-нибудь полезным, пусть людям поможет, пусть начнет что-то делать полезное, стихи писать, картинки рисовать, что-нибудь. Наполняется энергией самостоятельно. То есть это не ваша ответственность. Не нужно вот это работать у людей таким соплевичком. Понимаете, они приходят и сопли вам тут оставляют. Да. Пусть свои слезки забирают себе до тех пор, пока не научатся позитивничать. Просто вам не надо это позволять. Да. Ой, я и так иногда вижу, что она звонит, не беру трубку, потому что я распсихуюсь Да. обязательно. Нет, Хорошо. а вы можете брать трубку, но вы скажете: так, дорогая, давай договоримся, или мы с тобой общаемся только на позитивных нотах, или мы не общаемся вообще. Всё. И говорю, но ничего не помогает. Значит, скажи, вот видишь, я же тебе сказала, что я не хочу с тобой говорить, если ты постоянно будешь говорить о плохом. Значит, все, когда настроишься на хорошее, можешь мне позвонить. То есть позитивно нужно. Пусть она почувствует, что это в ней что-то не так, пусть изменится. То есть и таким образом вы не дадите ей еще дальше падать. Она подумает, ну да, со мной же люди не хотят общаться. А действительно, я же вообще негативничаю. Да, нужно изменяться. И начнет изменяться. То есть на самом деле, когда мы вампиров, вот этих манипуляторов отстраняем от себя, мы им помогаем. Но они должны, это нужно корректно сделать, чтобы они понимали. То есть вот ты негативничаешь, ты что, хочешь, чтобы я плохо чувствовала после наших разговоров? Тебе что, нужна моя энергия? Ты что, вампир? Или ты моя подружка? Давай договоримся так. Если ты моя подружка, давай будем разговаривать о позитиве и друг другу помогать, позитивничать. Найди какой-нибудь анекдот и давай мы его обсудим. И все. Так, вы мне скажите, на когда можно записать мою дочь? Потому что она собиралась уезжать, и мы пропустили Напишите мне, пожалуйста, это напишите в скайп. Угу. Напомните, что мы имели сеанс, и мы договоримся, хорошо? Угу. Лидия, скажите, пожалуйста, можно ли опубликовать ваш сеанс? Ой, ну на кого я похожа? Вы посмотрите, мы только На кого? можете опубликовать, А но мы в Фейсбуке закроем. закройте, ладно? Закрыть? Да. Хорошо. Это я такая растрепанная сижу. Я 2 часа всего спала сегодня ночью. И такая встала, какая-то распухшая. Некрасивая. Ну, в Зря эфирном так. пространстве вы очень красивая, не надо себя наговаривать на себя. Красота внутри нас, понимаете, вот что.
Потому что вот это тело изменится, будет одно, второе. А душевная красота, она ж никуда не девается. Она или есть, или ее нет. Но если она есть, то она никуда ж не денется. Так что все прекрасно. Спасибо, мои миленькие. Мне так Пожалуйста. хорошо. Сижу, слушаю и думаю, ой, наверное, я еще раз когда-нибудь с вами буду общаться. Потому что, мне кажется, это мало. Немало. Вот это вы должны, у вас это было, что кто-то вам что-то должен сделать. Учитесь это делать сами. Это вы можете. Потому что сейчас вот эти блоки между сознанием и подсознанием уходят, все улучшается, эти энергии будут прибавляться к вам больше и больше. Эта генетическая память, она просто будет просыпаться все больше и больше. Это процесс. Это в эфирном пространстве раз и все, но не означает, что это на физическом плане так быстро. Там нет прошлого и настоящего, и будущего, там все настоящее. Когда я вижу, что что-то происходит, я не знаю, когда это происходит. Это именно сейчас происходит, или это я вижу процесс, который прошло там месяц или год, понимаете? Но это процесс, который запущен. То есть вы должны понимать, что физическое тело имеет свои законы, оно живет по своим законам. Чтобы оно излечилось, нужно время. Чтобы дать время на излечение, вы должны помогать своему эфирному телу поддерживать эту энергию чистоты, здоровья, эту программу и выбрасывать уныние, разочарование, неверие в себя. А наоборот, верить в себя, верить, потому что совершенный творец, первотворец, он не мог создать вот такую, человека вот таким больным. Да, Он же создал, физиономией кислой. он же создал человека, как и все, совершенным, прекрасным, да? То есть, а вот это не наше, вот это наше тело, которое нам не нравится, вот эти всякие болячки, это не наше. Мы от этого можем избавиться очень легко. И все. Так что держите себя в руках, на высоте держитесь, Лидия. Буду проверять. Проверяйте. Я шучу, я не буду Может проверять. быть, еще лучше сдадим. Так, ну что, будем прощаться тогда, да? Да, Да, спасибо вам огромное. Хорошо. до свидания. свидания. Помогли мне, спасибо. До свидания. Я вас целую.